Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Трагедия потрясла Сочи 2 июня 2023 года. Ночью на улице Тимирязева мать выбежала во двор с умирающей дочкой на руках. Девочка стала терять сознание. Тогда-то мать пострадавшей и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Однако спасти девочку не удалось. Она скончалась в машине медиков. Известно, что 24-летний местный житель Игорь Саватеев снимал квартиру на улице Тимирязева вместе с сожительницей и ее 7-летней дочерью. Соседи регулярно замечали скандалы, крики и плач ребенка. Они догадывались, что девочку бьют. Люди дважды вызывали участкового и даже сообщали в органы опеки. Обратились к участковому с письменным заявлением первый раз, потом второй, но реакции не было, комментировала жительница дома. После этого неравнодушные соседи вызвали органы опеки. Специалисты приехали, осмотрели квартиру и вынесли вердикт. Еда есть, чисто, все хорошо. По словам соседей, им посоветовали не паниковать зря. Однако крики, шум и стук от мебели не прекращались. В ночь на 2 июня все опять проснулись от жутких криков и шума, который доносился из подъезда. Родители из злополучной квартиры выбежали на улицу с ребенком на руках и просили у прохожих вызвать скорую. Я проснулась от криков. Женщина умоляла медиков спасти ее дочь. «Девочка умерла прямо у нас во дворе», — рассказывала соседка. Кричала до такой степени, что я хотела выйти. Потом вдруг все стихло. А как раз в это время она уже мертвого ребенка выносила на улицу, положила на землю и стала кричать: «Вызовите скорую, помогите». Следователь сказал, что она вся синяя была, рассказала другая соседка. Известно, что мать девочки работает кассиром, отчим — грузчиком. Когда взрослые уходили на работу, ребенка оставляли одного. Вернувшись, устраивали посиделки, которые заканчивались рукоприкладством. В тот день жильцы пятиэтажки тоже слышали скандал, а в полночь соседей разбудил женский крик с улицы. Я все время там плач слышала какой-то, и ремнем стучат. Я им кричишь, стучишь, она выбегает, говорит: у нас все нормально. У нас все нормально, и защищает его. У нас все нормально, уходите отсюда. Если бы я знала, что там ребенок был, я бы каждый день им стучала. И в тот день, по-моему, они с бутылками поднялись, и туда забежали, и все. Жители также утверждали, что девочка всегда сидела дома и никогда не гуляла. Днем спала, а ночью бодрствовала. Выяснилось, что Игорь Саватеев, который избил дочь своей сожительницы ремнем так, что спустя 5 дней она скончалась от побоев, был фанатом АУЕ-культуры, запрещенной в России. Кроме того, несмотря на молодой возраст, он уже был несколько раз судим за хищение и грабеж. Отношения с падчерицей у него сразу не сложились. Сначала он ее воспитывал криками, а потом взялся за ремень. После наказания ребенок начал чувствовать себя плохо, однако мать и ее возлюбленный не обращались к врачам за помощью. В ночь на 2 июня состояние девочки особенно ухудшилось. Из материалов, представленных суду, следует, что подозреваемый 27 мая 2023 года, находясь в квартире с малолетней дочерью своей сожительницы,
будучи недовольным ее поведением, нанес ребенку не менее 15-17 ударов. Девочка умерла через 5 дней в машине медиков, которых вызвала мать. Интересно, что когда мать выбежала на улицу с избитой дочерью, на ней самой не было никаких видимых ушибов или шрамов. У девочки констатировали разрыв мочевого пузыря и черепно-мозговую травму, и с такими повреждениями девочка жила неделю на глазах матери. Следователи начали проводить проверки с целью вывести оценку действиям матери. Впервые Саватеев попался в руки правоохранителей, когда ему едва исполнилось 18 лет. За грабеж, разбой и кражу его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Но не успел он окончательно отбыть наказание, как вновь пошел по кривой дорожке. В 2020 году парень проник в дом к людям, забрал несколько дорогих телефонов и кошелек с деньгами. Один из проживающих в доме мужчин поймал его на горяченьком и заставил вывернуть карманы с похищенным. Суд признал Игоря виновным в краже и добавил к ранее назначенному наказанию еще 3 месяца лишения свободы. Выйдя на свободу, Игорь снова совершил кражу. На этот раз его отправили в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев. При этом после освобождения ему назначили еще административный надзор. За период отбывания наказания трудоустроен не был. Привлекался к работам без оплаты труда, но относился к ним безразлично, выполнял под контролем, как указано в материалах дела. Установленный порядок отбывания наказания нарушал. Всего имеет 20 взысканий. На 3 года ему запретили покидать город. А еще он должен был дважды в месяц отмечаться в УВД. На учете в наркологическом диспансере он не стоял. Но наблюдался в психоневрологическом диспансере. У него был диагностирован синдром эмоциональной неустойчивости. Он характеризуется перепадами настроения, импульсивностью, непоследовательностью действий, отсутствием самоконтроля, аффективными вспышками, чрезмерной раздражительностью. Знакомые говорят, что Игорь рос в многодетной семье. Все дети были неблагополучными. Его братья также имеют за плечами судимости. Тысячи российских детей ежегодно погибают от рук собственных родителей. Настораживает, что общество до сих пор не имеет точной статистики погибели детей от рук опекунов. В открытых источниках приводятся самые разные и весьма противоречивые данные. Если верить им, то от 10 до 30 тысяч детей погибает в России ежегодно от рук родителей. Более реалистично выглядят цифры, которые озвучил несколько лет назад заместитель генерального прокурора Сергей Фридинский. С 2000 по 2005 год в России были совершены 1080 убийств и 21 покушение на убийство детей. 1086 преступлений совершены родителями детей. Иными словами, в год более 200 маленьких российских граждан оказываются загубленными в семьях. Здесь Россия находится в 5 стран-лидеров по этому показателю, вместе с Колумбией, ЮАР, Ямайкой и Венесуэлой. Но, как ни прискорбно, есть и все шансы оставить соперников далеко позади. В Следственном комитете РФ отмечают, в стране резко выросло число матерей-убийц. Кошмарный рекорд за 2011 годом. За 6 месяцев тогда было возбуждено 64 уголовных дела на мам, которые собственными руками избавились от своих малышей. К сожалению, жестокость по отношению к собственным детям, вообще к детям, стала отличительной особенностью нашего времени. Это факт, признает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. И статистика по убийствам детей, по его словам, демонстрирует страшную тенденцию. Более половины таких преступлений совершаются близкими ребенку людьми. Ситуацию с насилием над детьми комментирует психолог Елена Каравашкина. Родители, использующие насилие в близких отношениях, должны понимать, что общество это не поддерживает.
Поэтому равнодушная молчаливая реакция окружения фактически является поддержкой, разрешением такого поведения, объясняет психолог. Насилие важно называть своим именем. Скорее всего, вы встретитесь с отрицанием ответственности со стороны актора насилия. Это нормально, все так воспитывают, вырастет нормальным человеком. Но вы можете попробовать вернуть ответственность человеку, сказав ему: «Взрослый – это вы, у вас есть выбор, как поступать». Часто родителей может остановить фокусировка на последствиях насилия над ребенком. Умение взглянуть на ситуацию глазами того, кто подвергся насилию. Как вам кажется, что сейчас чувствует ваш ребенок? Что вы хотите получить этим поведением? Эти фразы могут вернуть человеку осознанность и помочь ему понять, что он делает, считает специалист. О том, что произошло тогда в квартире, мы толком не знаем. Ужасно жалко девочку. Сейчас родные готовятся к похоронам, рассказала СМИ одна из родственниц. Открыт сбор средств для помощи. Саватеев, подозреваемый в убийстве ребенка, был задержан следственным отделом по Центральному району города Сочи. В отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. По версии следствия, фигурант наносил удары по различным частям тела, в том числе в область головы и животу жертвы. Свои действия злоумышленник мотивировал тем, что ребенок не слушался, и таким образом он за это ее наказывал. В настоящее время подозреваемый задержан следователем. С ним проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проходят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, органами предварительного следствия тщательным образом будут изучены условия жизни и воспитания ребенка, исследованы причины и условия произошедшего. Известно, что своего жилья у семьи не было, и в Сочи они жили в съемной квартире. Также следователями будет дана оценка действиям органов системы профилактики, уточнили в следкоме. В отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Когда следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летней матери погибшей девочки, женщину обвинили в выставлении своей дочери в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию. В ходе предварительного следствия горе-мать полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд, который и определит ее дальнейшую судьбу. Расследование уголовных дел в отношении 24-летнего сожителя матери погибшего ребенка, а также участкового уполномоченного, которого подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть девочки, в данный момент продолжаются. Обвиняемый своей вины так и не признал. Друзья, пишите, что вы думаете об этом страшном инциденте и печальной статистике в комментариях. А также, как, на ваш взгляд, можно предотвращать подобные преступления. Делитесь вашим мнением об этом деле. А также, какие еще дела вы бы хотели видеть изложенными на нашем канале. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов.
Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.